Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Я рада встрече с вами. Спасибо вам за просмотры, комментарии, подписку. Я очень благодарна вам. Таким образом вы поддерживаете меня. А я, естественно, с великим удовольствием делюсь с вами своими рецептами, которые я тоже пробую, беру у подруг, вспоминаю то, что делала мама. Вот. И сегодня мы будем печь с вами хлеб. Хлеб очень вкусный. Выпекать я его буду в духовке. Сделаю в форме батонов. Так. Для этого мне понадобится... Я взяла 210 миллилитров молока, 200 миллилитров кипяченой воды горячей, чайная ложка соли, 10 грамм дрожжей, чайная ложка сахара, одно яйцо и, естественно, мука. Я наливаю молоко, кладу сахар сюда, соль, дрожжи, и одно яичко комнатной температуры. Все это я буду хорошо размешивать до получения однородной такой красивой массы. Все это размешаю. И потом буду добавлять муку. Муки буду добавлять столько, сколько возьмет вот эта вода. Я вам покажу, какое должно получиться тесто. Вот. Я ее заранее просеяла, насытила кислородом. И я буду добавлять. Добавлять буду по частям, чтобы видеть консистенцию своего теста. Потому что тесто должно быть не сильно крутое. Я потом вам скажу, сколько у меня на такое количество воды ушло муки. Поэтому вот оно, какое тесто, оно еще липнет к рукам. Вот. Еще добавлю чуть муки. Вот я вымесила тесто. Вот такое оно у меня получилось. Вот. Я сейчас измерила, у меня ушло 700 грамм муки. Вот, вот такое тесто, очень такое приятное на ощупь. Теперь я его накрою пленочкой и поставлю в теплое место на минут 40-50. Потом уже буду выпекать. Вот, прошло 40 минут. Наше тесто вот так поднялось. Видите? Ой. Из этого количества я делаю 2 батона. 2 батона делаю. На нашу семью это хватает. Сейчас я разделю это тесто на 2 части и буду формировать батоны. Видите, какое тесто получилось. Вот, я его вот так разложу. Сверну. Еще раз разомну. Вот так. Тесто получилось.
воздушный. Теперь я его просто вот так сверну. Вот так. И положу вот так на плиту. Вот таких 2 батончика мы сделали. Сейчас мы их оставим на расстойку буквально на минут 10-15. А затем начнем дальше над ними колдовать. И потом ставим на выпечку в духовку. Вот до такого размера они увеличились. Я сейчас их чуть-чуть вот так поуже сделаю. Вот. И надрез сделаю, как на настоящем батоне, острым ножичком. И сверху я их смажу просто водичкой холодной, чтобы у нас была красивая корочка. И ставлю в духовку. Буду печь до готовности. Готовность проверю с зубочисткой. Ну, я думаю, что я и на глаз смогу определить, когда мой хлебушек будет готов. Вот. Получились вот такие 2 батона. Ставлю в духовку. Вот, смотрите, какой у нас в разрезе получился. Очень такой пористый, красивый хлебушек. Вот, видите?